Девчонки, всем привет! Сегодня у нас третья часть моей инвентаризации косметики, и мы с вами смотрим продукты для губ. Наверное, в этой части мы с вами посвочим все мои помады, бальзамы, блески и так далее, потому что, в принципе, это не так сложно, и этих продуктов не так уж и много. Давайте начинать. В инвентаризации я также планирую указать какие-то свои пожелания в покупках, пожелания на расхламление, на Project Pen и, в принципе, на изменение коллекции, то есть немножко ее проанализировать. И что я хочу сделать? Я хочу с этой стороны разместить те средства, которые за последние полгода ни разу не использовала. А с этой стороны расположить помады и средства для губ, которые я приобрела за последнее время, за последние 6 месяцев. Начать хочу с такой категории, как праймеры для губ. Еще буквально в январе у меня такая категория имелась, и в ней было 2 продукта. И с тех пор, по прошествии полугода, я ее полностью закончила. Теперь у меня как таковых праймеров для губ нет. Туда входили какие-то пламперы, бальзамы, которые я использовала перед нанесением основного средства, которое я выбрала для макияжа. Сейчас таких продуктов нет. Было 2, стало 0. Теперь самая малочисленная категория в моей коллекции – это карандаши. В январе их было 4 штуки, и сейчас их по-прежнему 4, но коллекция практически полностью обновилась. С прошлого года остался карандаш от TF в оттенке 104, он у меня в Project Pen, но я очень долго использую карандаши для губ, потому что как-то они мне особо не нужны. В принципе, сам по себе меня этот карандаш устраивает, за исключением только момента, что он ужасно воняет какой-то старой бабкиной косметикой, поэтому я планирую осенью, в октябре или в ноябре расхламление, и, скорее всего, независимо от того, сколько этого карандаша здесь останется, этот карандаш я расхламлю. И 3 приобретения. Во-первых, я покупала вот такой вот карандаш от Amuse, это корейский производитель. У меня это очень неудачный оттенок 00 Shading, причем я, в принципе, понимала, что беру. Дело в том, что это типа как контурный карандаш для губ, который создает тень вокруг контура, придавая объем. Знаете, как типа девчонки делают бронзером, иногда можно увидеть. Но это до того бесполезная вещь. Вообще он мне не понравился. По назначению, мне его использовать не нравится, поэтому я добавила этот карандаш в Project Pen, использую его сейчас как подложку под блеск. В принципе, он меня устраивает, но опять же, кандидат на расхламление, и аромат мне тоже его не очень нравится. И 2 карандаша, которые я покупала зимой в России. Во-первых, это Influence Beauty, их постоянная линейка в оттенке 06. Я им вообще не пользовалась, при этом он у меня уже успел сломаться, был сломанный, когда пришел. Он, кстати, очень похож по оттенку на карандаш TF, но он хотя бы не воняет, поэтому есть такая вероятность, что я просто TF расхламлю и оставлю вот этот в коллекции, чтобы был. И еще один карандаш, это Bicolor Capsule, и это оттенок N761, карандаш автоматический, он выкручивается, я пробовала, потому что для меня это принципиально, и он уже такой более коричневый и побледнее. Им я пользовалась всего пару раз, и в принципе он меня устроил. Новых покупок я не планирую, я вообще в принципе этой категорией пользуюсь вот постоку-поскоку, как и средствами для бровей. Они мне нужны просто, чтобы скорректировать какие-то слишком светлые оттенки. На постоянной основе я карандашами не пользуюсь. И считаю, что мне достаточно каких-то 2 универсальных оттенка. Такой более маув в розовинку и более такой нейтрально-коричневый. Вот эти 2 я бы либо закончила, либо расхламила, либо закончила насколько смогла и расхламила. Так что карандашей было 4, 4 и осталось. Далее у меня идет по многочисленности категория бальзамов для губ и бальзамных помад с цветом. В начале года их было 4 штучки. Сейчас давайте смотреть. Во-первых,
3 бальзама в привычном нам формате стиков. С прошлого года у меня MAC из их серии Squirt. У меня это оттенок 12 Heat Sensor. Он очень классный на лето. По чуть-чуть его надо выкручивать. Такой розово-коралловый цвет. Очень красивый. Наносить нужно тонким слоем. Никуда не течет. Очень классно смотрится на губах. Именно этот оттенок мне очень нравится. Пока еще этим летом, к сожалению, я данный бальзам не выгуливала. Также зимой я покупала вот такой, опять же, бальзам от MAC. Это была зимняя лимитка Taste of Bubbles. Это бальзам, который придает немножко розовый оттенок. И в нем содержатся бронзовые блестки. Он, в принципе, неплохой. Пользовалась им последний раз зимой. Очень красиво смотрится, когда солнышко попадает на губы. Тогда все эти блесточки прямо горят. Ну и свойства у него, в принципе, неплохие. То, что брала в этом году, это бальзам от Romand. У меня это оттенок 06 Kaya Fig. Вот такой вот он. Немножко по текстуре похож на MAC. Ну, вот эти вот все бальзамные формулы, которые сейчас выходят, которые сейчас популярны. Тоже так делает губки напитанными и пухлыми. Он мне нравится, его я также выгуливала зимой. Нравилось мне делать с ним такие розовые мауф-макияжи и вот как второе средство для губ выгуливать. То есть перед выходом из дома я наносила какую-то помаду, а если я где-то пила какой-то напиток или кушала, или просто она снашивалась, уже обновляла тогда бальзамом. И несколько я приобрела бальзамов, бальзамных формул, вот в формате таких вот ручек. Значит, это у меня от Love Generation. Я подпишу оттенки, потому что они здесь не указаны. Значит, у меня есть вот такой вот коричневый бальзам. И бальзам, который мне не очень зашел по оттенку, потому что, наверное, я ждала от него чего-то большего. Он опять же такой розово-сливовый с отдельными блестками. Наносится хлопушками, но на самом деле смотрится на губах хорошо. Еще один такой кликер. Это Bicolor капсуль в оттенке 03 с сердечком. Тоже розовенький и очень-очень пигментированный. Видите какой? Его прям нужно немножко наносить аккуратно. Но он опять же максимально приближен к формуле от MAC. Классный. И последний такой бальзам. Это бальзам Influence Glow Injection. И у меня это оттенок, тоже подпишу. А нет, оттенок тут подписан 03 Radial. И это красный. Мне показалась очень классная идея. На лето, угадайте, выгуливала ли я его? Нет, не выгуливала. Но сейчас я его положу в кучку на тестирование, в кучку на выгулить. Вот такой вот тут красивый, холодный красный оттенок. Откладывала его на загар и на лето. Половина лета прошло, так и не воспользовалась. Кладу на эту сторону и надеюсь, что буду его выгуливать. Он приятный. Также форму держит, не растекается. По поводу плешивости ничего сказать не могу. Единственное, что хочу отметить, из всех вот таких ручек Glow Injection это единственный оттенок, который немножко подтек, хотя я им и не пользовалась. Вот здесь вот по краям. Надо будет за этим последить. Вот все бальзамы, которые у меня есть. Наиболее привычная формула, понятное дело, у MAC из зимней коллекции. Наиболее похожи между собой MAC Squirt и Bicolor. И вот эти вот три формулы, в принципе, похожи, но как будто Influence немножко плешивит. Это я уж вам потом как-нибудь расскажу. Итого у меня было в начале года 4 бальзама для губ, а стало 7. Следующая у меня категория для губ – это жидкие продукты с глянцевым финишем. Сюда входят блески для губ, тинты, масла с цветом. Давайте смотреть. Начнем с масел. Сейчас у меня в коллекции два масла. Во-первых, это Chic Glossy Lip Oil. Брала его весной, когда был запуск.
Очень классный оттенок. Я этим продуктом пользовалась весной достаточно активно, как можно видеть. Но мне кажется, что он такой весенне-осенний, как-то он у меня не ассоциируется с летом. Поэтому пока у меня этот продукт стоит и ждет своего часа, но он очень комфортный в носке, и я им пользовалась. И покупала в начале лета масло от NYX. У меня в оттенке Status Update. Я была в погоне за всякими коричневыми штуками для губ. И вот это, если честно, мне не очень зашла, потому что, во-первых, можете наблюдать консистенцию такую вязкую. Я видела, что у некоторых девчонок плюется это средство, когда его открываешь, поэтому я всегда его очень аккуратно открываю. Он достаточно насыщенного коричневого цвета, этот оттенок. В принципе, само в процессе носки вот это Fat Lip Drip Oil мне понравилось, но почему-то сам вот этот вот тугой аппликатор, вот эта вот консистенция, которая как-то соплями смотрится, из-за этого у меня к нему не очень тянется рука. Но опять же, я его несколько раз использовала. Я думаю, что у меня больше пойдет осенью этот продукт, опять же. Далее давайте посмотрим блески. Из старичков у меня в коллекции остаются два блеска от Баксом. Это была какая-то осенняя коллекция. Spiced Vanilla Latte и Pumpkin Chai Latte. Оба эти блеска я носила, но вот этот в этом году не выгуливала. Оба они примерно вот на таком уровне. В принципе, уже бы их пора заканчивать. Посмотрим. Вот этот я носила с удовольствием. Он очень красивый, опять же, коричневого такого оттенка. Такой более холодный, нежели NYX. А вот этот я не выгуливала, он такой тепленький, рыженький. Опять же, откладываю его на осень. Идет в сторону тех, которые я забросила и не использую. Также у меня в коллекции есть два черных блеска. Во-первых, Шанель в оттенке Caviar 778. Он уже достаточно старый. Я вот его приобрела, а потом пользовалась им, ну, может быть, раза 3. Вот такой вот он, придает такую приглушенность губам, гранжевость, очень классный. Вообще пора бы его уже заканчивать. Я его за последние полгода не использовала. А вот этот блеск, это максимайзер от Изамая. Я его покупала весной. Им я уже пользовалась. Заметно, насколько он пигментированнее, нежели Шанель. Соответственно, его нужно наносить тоненьким слоем. В нем очень красивые бордовые блесточки. Вам, наверное, сейчас будет не видно. Но это видно на солнце. Я его несколько раз выгуливала. Тоже он очень классно смотрится. Не увидела я у него какого-то супер плампинг эффекта. По-моему, обычный хороший блеск. Из старичков у меня вот такой вот блеск от Dose of Colors в оттенке On Repeat. Это такой виниловый блеск плотный. Довольно старомодный, но за счет своего цвета он очень носибельный. Он участвует у меня в Project Pen. И он бесконечный. Не знаю, зачем я добавила его в проект. И последние два приобретения. Во-первых, это филлер от Huda Beauty. У меня это в шоколадном оттенке Коко. И тоже, смотрите, я им пользовалась. Мне, в принципе, он нравится. У него очень такой классный оттенок. Прям шоколадный-шоколадный. Тонким слоем надо наносить, иначе он плешивит. Но носится хорошо. И первый у меня спустя много лет максимайзер от Dior в оттенке Pink Lilac 063. Выходил в этом году. Покупала его вместе с румянами. Боялась, что он будет полосить и плешивить. Но он очень красиво ложится на губы, разглаживает их, не забивается в морщинки. Видно, что он практически прозрачный, но он придает вот такой вот лиловый оттеночек. Мне понравилось его выгуливать. Я несколько раз его наносила, но все-таки считаю, что этот продукт такой скорее на весну-зиму.
И хочу показать вам свою небольшую коллекцию тинтов для губ. Самый старый тинт у меня Перипера. Это оттенок 01. И я его люблю. Периодически выгуливаю. Мне очень нравится у него аромат. Нежная такая текстура. Он мне не сушит. Ему уже примерно годик. Так, но, по-моему, в этом году я его еще не использовала. Также у меня есть два тинта от Romand. У меня это из коллекции, опять же, у них выходила с фруктами. Мне она очень понравилась. Была коллаборация, по-моему, весной или зимой. У меня оттенок это 31 Bear Apricot и 32 Bear Berry Smoothie. Не помню, какой из них брала раньше, какой позже. Оба выгуливала, оба мне нравятся. Такой персиковый, свежий. И вот такой какой-то лиловый оттенок, очень красивый. Лилово-розовый, барбишный. Именно вот эта линейка тинтов от Romand, других я не пробовала, но вот именно эти мне губы не сушат, и мне нравится и отдушка, и консистенция, и какие они оставляют стейны на губах. Классные, их я носила. Также с удовольствием носила, пока только купила весной, вот такой вот тинт от Flower Nose. У меня это оттенок 02. Была коллекция с русалочками. Тоже такой легкий конфетный аромат. У него такая мягкая вот эта вот палочка-аппликатор. Он более такой жиденький, очень приятный. По своим свойствам он мне очень нравится, потому что оставляет такой очень мягкий, ненавязчивый стейн и опять же не сушит губы. И последняя моя новинка, которую еще не выгуливала, это тинт от Lily Byron. Это была весенняя коллекция Smash It, по-моему. У меня оттенок 20. Его я еще не использовала. Такой более приглушенный розовый. Все тинты у меня разные, но, как видите, я больше предпочитаю что-то персиковое. В принципе, на губах. И давайте посмотрим на стейны. Вот какие остались стейны. Вот это от Flower Nose, вот это Romand, вот это Lily Byron, а это Перипера. Мне очень нравится, когда стейны максимально бледные, потому что, в принципе, свой пигмент в губах у меня присутствует. Итого, при всех моих покупках на начало года у меня было 12 жидких глянцевых продуктов для губ, а сейчас их 14. В принципе, я считаю, что это неплохо. Теперь давайте посмотрим матовые помады и тинты с матовым финишем. Из старичков у меня вот эти 4 помады от Dust of Colors. И это два одинаковых цвета, но и две разные текстуры. У меня это жидкая матовая помада и вельветовая помада муссовая. И я, если честно, не знаю, что с ними делать, потому что они уже довольно старые. Года два этим продуктам, полтора. Наделала себе стейнов, теперь неудобно. Если еще муссовая формула мне нравится, потому что она ложится как тинт. Ну, в принципе, как матовый тинт можно и жидкую помаду использовать. У них практически одинаковые оттенки. Вот этими я пользовалась последний раз осенью, ну, потому что такие вот цвета. И вот этими, по-моему, тоже я в этом году, нет, какой-то наносила, по-моему, вельветовый. Очень носибельные цвета, классная текстура, но почему-то пользуюсь редко.
Я думаю, что когда мы с вами дойдем до пуль, вы еще услышите эту фразу не раз от меня. Вельветовой я пользовалась, вот этой нет. Пока смотрится это хорошо, пахнет это хорошо, пока они свежие, пока они не протухли. Но их здесь очень много, и я понимаю, что я их не израсходую, хотя сами по себе формулы неплохие. Все остальные матовые формулы у меня новенькие и купленные в этом году. Во-первых, я купила вот такой вот матовый тинт от Romand. У меня это оттенок 12 Warming Up. Он при долгой носке подсушивает, поэтому где-то часа через 2-3 я наношу поверх блеск. Брала я его из-за вот этого вот цвета. Это очень классный какой-то приглушенно-коралловый оттенок, который мою внешность просто потрясающе освежает. Люблю его с персиковыми макияжами и макияжами в каких-то таких осенних тонах. С удовольствием его использую, ношу. Если нанести его на бальзам, он вообще сидит очень комфортно, достаточно долго, ну, до 4 часов. Но все равно, конечно, после матовых тинтов и помад я всегда восстанавливаю губы интенсивнее, чем обычно, всякими масками и бальзамчиками. Также новинка — это матовый тинт от Холика Холика, купленный, потому что что? Потому что сердечко. Просто когда я перестану так себя вести, как дитё? Оттенок 08. Какой-то он вот здесь у меня, если посмотреть, какой-то неравномерный по оттенку, но он свежий, купленный тоже зимой. Это уже скорее такой рыженький тинт, более насыщенного оттенка. Сладенькая, приятная отдушка какими-то конфетками. Не знаю, почему у него сейчас пока такой финиш. Вообще он у меня на губах матовый. Может быть, потому что я его всего один раз выгуливала, не распробовала. В принципе, он мне понравился. Такое впечатление, вы знаете, как будто его надо там перемешать. Вообще оттенок такой, кирпичненький. И называется он 08 Cuddly. И опять же, вот какой стейн. Можно видеть, что Romand практически стейна не оставляет. Он вот сидит именно как какой-то вельветовый мусс на губах. Очень приятный. А Холика Холика оставил персиковый стейн. Также совсем недавнее приобретение — это вот такая двойная помада от Chanel. У меня это оттенок 57 Darling Pink. Я очень давно хотела эту помаду. Это старенькая формула. Смысл в том, что здесь матовая помада и прозрачный блеск, который вы наносите сверху. Что я хочу сказать? Я использовала эту помаду 2 или 3 раза, и она мне понравилась. Мне очень понравился цвет, такой бледно-розовый, в теплинку. Для меня очень носибельный. Я очень люблю такие оттенки, потому что они максимально носибельные, с ярким макияжем глаз. А я все-таки предпочитаю акцент на глаза. Носится эта помада хорошо, но хорошо наносится только с блеском. Как только блеск стирается, эта помада безбожно сушит губы. Поэтому либо вы носите все вместе и постоянно обновляете блеск, либо у вас в косметичке лежит какой-то другой прозрачный или любой другой блеск, которым вы обновите помаду. Но носить отдельно матовую сторону просто нереально, губы она убивает. Ради оттенка, ради вообще самого вот этого тандема, это одновременно было очень популярно, когда матовая помада плюс прозрачный неразъедающий блеск. Это смотрится классно, это классно работает, никаких грязных кружек, никаких грязных лбов у детей от помад, когда вы их там целуете, обнимаете. Классно, здорово, но вот такой нюанс, что ее постоянно нужно поддерживать в состоянии покрытой блеском, иначе губы просто иссушатся.
И это не все по матовым помадам, потому что я подсела на формулу, которая вышла достаточно давно, Vinyl Ink от Maybelline. И у меня за последние 2 месяца появилось 3 таких помады, и я еще заказала себе оттенки. Я уже не раз про них говорила. Это матовые стойкие помады, которые оставляют виниловый глянцевый финиш, причем от оттенка к оттенку разнится, насколько этот финиш будет глянцевый. Эти помады нужно встряхнуть перед применением. У меня сейчас 3 оттенка. Это Red Hot 25. С ним нужно быть осторожным. Это очень красивый красный цвет, но он может лечь плешиво, и его лучше сразу нанести хорошо, чтобы он застыл не толстым слоем. Его я пока не выгуливала. И 2 оттенка, которые носила, это Cheeky и Captivated. Cheeky это оттенок 35. Как по мне, он мне не особо подходит. А Captivated это оттенок 95. Вот его я прямо люблю, потому что он очень мне подходит по тону. Это для меня нюд. Когда глаза яркие, я очень люблю его наносить. Носила несколько раз. Жидких помад в январе у меня было 5 штук, а теперь их 10. При этом у меня еще идут оттенки от Maybelline, поэтому это не предельное число. И давайте переходить к самой многочисленной, но, к сожалению, самой менее востребованной за последний год категории – это помады Пули. Пуль у меня много, и, к сожалению, я их практически не ношу. Есть у меня 3 помады от Huda Beauty. Во-первых, это матовая формула. У меня это оттенок Board Meeting и Prom Night. И вот эти 2 оттенка я не носила в этом году. Скорее всего, потому что они такие для меня осенние и слишком насыщенные. У меня не тянулась к ним рука. Хотя вот этот вот розовый оттенок можно было бы и поносить. Очень давно я не пользовалась этой формулой, но, насколько помню, она мне подсушивала губы. А вот эту формулу бальзамную от Huda Beauty я люблю. У меня это оттенок Buttercup. В этом году я его выгуливала. Для меня максимально безопасный и носибельный нюд. Также у меня есть 2 помады от Наташи Деноны. И здесь оттенки Андреа и Мария. Андреа, по-моему, куплена сравнительно недавно. Не выгуливала. Хотя формула Деноны мне очень нравится. И Марию. Марию покупала 1,5 года назад, наверное. Они, кстати, очень похожи, эти 2 оттенка. Мария более персиковая. Тоже не выгуливала. Самая многочисленная, но, наверное, из этих миниатюрочек, это у меня коллекция помад от MAC. Есть у меня вот такая вот помада, оттенок Devoted to Danger. Красивый красный цвет. Давайте сделаем вид, что я его все-таки за последние полгода использовала. Дело в том, что я красилась ей на Новый год. Три миниатюрки из зимней коллекции прошлого года. Вот это у меня в Project Pen. Sugar Spigot. Burnt Sugar. И еще вот такая коричневая. Вот последние 2 я не носила. И еще 2 пули лимитки. Это из старой коллекции летней.
бальзамная, красная. Угадайте, наносила? Нет, конечно же. И вот такая Enveloped and Lac. Очень люблю этот оттенок, его использовала с удовольствием. Он такой немножко как вельветовый, очень тоненько ложится, не сушит. Этой пользовалась. Есть у меня 3 помадки от Baxam. И это оттенок Dolly Dreamer, оттенок Goddess и оттенок White Russian. Они мне очень нравятся по своим характеристикам. Я точно выгуливала Goddess, ну, можно понять, потому что это опять же, потому что это все тот же нюд, которого у меня полно. Точно выгуливала White Russian весной под какой-то из розовеньких макияжей. Симпатичный цвет. И ни разу не выгуливала Dolly Dreamer, потому что темная и сливовая. По этой помаде у меня вопросики. Это очевидный кандидат на расхламление, потому что я вообще ей не пользуюсь. 3 помады от KVD. 2 из них в таких оттенках, которые я не расхламляю тупо из жадности. У них хорошие характеристики, они хорошо пахнут, наносятся, сидят. И поэтому, ну, я их так и держу. Они у меня уже только в этом году 3 страны сменили и ни разу не были использованы. Оттенок Sanctuary, если я правильно прочитала, скорее всего, нет. И Backstage Bambi. Backstage Bambi обожаю. Ношу? Нет, конечно же, не ношу. Хотя он обалденный. Просто его надо выгуливать, когда практически нет макияжа глаз, а у меня он всегда есть. Так, и вот этот вот оттенок коричневый. Последний раз использовала прошлой осенью. Такой холодный коричневый. Плотные достаточно помады. Наносить надо на хорошо увлажненные губы, но они обалденно сидят, правда не стойкие. И мой любимый красный Enrage Red. Много раз его показывала. Для меня идеальная красная помада. Нравится намного больше MAC, потому что MAC как будто не такая насыщенная по цвету. Мне кажется, для красной помады это важно. Носила ее на Рождество. Помада бальзамного типа от Bicolor Capsule. Она у меня в Project Pen. Вот здесь такой носибельный розовый оттенок. Я планирую закончить ее до конца Project Pen, до конца года. Она, в принципе, неплохо идет. По принципу, знаете, не потому что она плохая, а потому что если я хоть что-то могу закончить из того, что я к пулям причисляю, пускай оно будет закончено. 2 помады от Dior. И обе фактически у меня просто коллекционные, хотя, в принципе, я против такого. Я очень люблю лимитки в коллекциях, но все-таки я предпочитаю ими пользоваться. Но вот эта помада красная в оттенке Diarific 072, она была куплена, уже много раз вам ее показывала, исключительно из-за принта снежинок. И каждый раз, когда я хочу ей воспользоваться, наношу ее, я ее стираю и наношу какую-то другую, более классную красную помаду, потому что здесь очень размазывающаяся формула. Ее некомфортно носить, потому что все время за ней приходится следить. Поэтому фактически эта помада у меня просто лежит для коллекции. И вот такая вот помада. Была тоже какая-то коллекция с принтом дома, то есть прям фасада модного дома Dior. У меня это оттенок 466 Pink Rose. Вот она такая. Ее я люблю. Ее я, ну, один разочек, но выгуливала весной. Старушка от Fenty. Оттенок Spunked. Я ее носила зимой. Очень комфортный красный. Ну или около красный цвет. Это помада, которую реально закончить. И вообще, по идее, надо бы уже закончить.
Супер старая бальзамная помада от Chanel в оттенке 53. Ее я тоже носила и ношу, но она какая-то бесконечная. Очень приятно сидит на губах. У меня уже места для сводчев закончились. Классная помада, не портится, ей уже года 4. Супер старая Marc Jacobs. Планировала включить ее в Project Pen, но поняла, что у нее еще нормальные свойства. Пигментированная помада нюдового оттенка мне подходит. Уже не продается, не производится, но пока своих свойств не потеряла, я пользуюсь ей с удовольствием. Очень старая помада. Тоже это Lulu оттенок от Bobbi Brown. Морковный красный на лето. Выгуливала ли я его в этом году летом? Конечно же нет. Как обычно. Старенькая Герлен. Кис-Кис М379. Вот такой вот тут оттенок. Мне формула Герлен сушит, примерно как и худо, поэтому я ее практически не ношу, но в этом году я ее выгуливала. Кстати, у меня было 2 помады от Герлен. Одна была в таком футляре сменном, красивом, потерялась. Где-то потерялась в Новосибирске. Очень жаль, но, видимо, выпала из каких-то сумок. Короче, я обнаружила это уже только в Бишкеке. Красивущая помада от Charlotte Wedding Bells, которую я что? Которую я не выгуливала, хотя она красивая. Живанши в оттенке 10 Beige Nude. Вельветовая муссовая помада. Очень классная формула. Люблю, как носится, но под конец носки тоже немножко подсушивает. Я обычно, вообще, в принципе, помады Пули запечатываю через несколько часов блесками, чтобы не убивались губы. Я ее, по-моему, не носила, кстати говоря. Помада Gucci, оттенок Mildred Rosewood. Очень нравится стик, очень нравится отдушка. И вообще я ее не ношу. Потому что вот такой сливовый оттенок. Мне слишком ярко. Тут хоть и бальзамная формула, но у меня не тянется из-за этого к ней рука. Очень жаль, потому что сама упаковка произведение искусства. И остались 4 пули, которые я купила за последние полгода. Их, в принципе, не так много. Сначала приобрела вот такую помаду сердечко от Too Faced. У меня это оттенок Never Grow Up. Очень носибельный нюд. Носила ее весной. Классная и комфортная. Затем я приобрела матовую помаду от Romand. У меня это оттенок 06. Приобреталась чисто из любопытства и из-за кораллового оттенка. И она очень классно сидит, комфортно. Она растушевывается, немножко блюрит губы, освежает макияж. В итоге такая удачная покупка, рублей за 600 вышла. Меня очень приятно эта помада удивила, и губы она мне не высушила. Очень приятный такой soft touch пластик. С удовольствием ей пользуюсь. Далее у меня была куплена вот такая вот помада от Clarins. Новое у них оформление у помад с прошлого года. У меня это оттенок 758S Sandy Pink. Очень комфортный носибельный нюд. Обожаю, носила несколько раз весной, когда только купила. И последняя помада, которую хочу вам показать, это Tom Ford, купленная потому что лимитка и потому что можно было взять за недорого. Это оттенок 100 и здесь матовая формула. Это коричневая помада, которую я ни разу не выгуливала. Потому что что? Потому что для меня оттенок осенний. Да, я тот человек, который делю макияжи на времена года. Так что эту я еще не пробовала.
Сейчас я сотру все это безобразие, и мы обсудим образовавшуюся кучку. Итого, у меня было на начало года 30 помад пуль, а сейчас их 32. В принципе, это неплохо. И если посмотреть в целом, то в январе у меня было 57 продуктов для губ, а сейчас их 67. Да, количество увеличилось, но надо иметь в виду, что купила я 27 продуктов. 27, то есть практически я наполовину обновила коллекцию, а закончилось 17. Сюда вошли стухшие помады расхламленные, по-моему, штуки 2, 2 блеска, которых я расхламила бюджетных. Сюда вошло много бальзамов и блесков, которые я закончила. Поэтому, в принципе, у меня коллекция обновилась. Но для чего же я сделала такое разграничение? Во-первых, чтобы понять, чем я пользуюсь, и я понимаю, что пользуюсь я в основном новинками, нюдом и кораллово-персиковыми помадами. И что у меня простаивает? Красные оттенки, простаивают пули и осенне-насыщенные бордовые, коричневые оттенки. И я специально выделила их в отдельную кучку и прямо сейчас отложу их в отдельный органайзер теми помадками, которыми надо воспользоваться до расхламления и попробовать их разносить, чтобы вся коллекция у меня использовалась. Потому что в отличие от палеток, которые я обожаю, люблю, покупаю и ношу, с помадами, к сожалению, происходит такое дело, что я их покупаю из-за оформления, из-за того, что это новинка, из-за концепта какого-то, потом использую один-два раза и откладываю, а пользуюсь одним и тем же. Поэтому у меня коллекция простаивает. Я бы, конечно, хотела больше ротации. Сейчас я заказала себе органайзер, чтобы поудобнее расставить все помады, может быть, по цветам и текстурам и финишам, чтобы было как-то более наглядно ими пользоваться. Но пока, к сожалению, не слишком у меня категория используемая. То есть она подвижная, потому что благодаря Project Pen я очень быстро что-то заканчиваю, но при этом она не такая уж и разнообразная в использовании. То есть пользуюсь я одним и тем же. Но коллекцию свою я люблю. Осенью, может быть, несколько экземпляров отсюда я расхламлю. Планирую закончить еще несколько экземпляров и прикупить. Я сейчас свой виш-лист вам обозначу картинкой. Может быть, что-то еще вспомню, но пока мне нравится блеск от Fenty, мне нравится помада от Yves Saint Laurent, я бы хотела попробовать. Конечно, я бы хотела еще пару оттенков от Maybelline. Но в целом вот каких-то острых хотелок у меня нет. Все-таки к помадам я поспокойнее отношусь, чем к румянам и теням, но, как вы видите, все равно 67 у меня их накопилось. Вот, так что спасибо вам, девчонки, за просмотр. Спасибо, что посмотрели со мной мою коллекцию продуктов для губ. Всем прекрасного настроения, отличного дня. Всем пока-пока!